день, дорогие пекари! Сегодня будем печь цельнозерновой ржано-пшеничный хлеб на ржаной закваске. Этим видео я возвращаюсь к тому, с чего я когда-то начинала. Самыми первыми хлебами, которые я пекла, были цельнозерновые хлеба на ржаной закваске. Цельнозерновые ржаные, цельнозерновые ржано-пшеничные. Я давно такого хлеба не делала, потому что увлеклась различными пшеничными хлебами, много их снимала, много выкладывала, вы могли их видеть. Но сегодня я решила вернуться к ржаной закваске и показать вам цельнозерновой ржано-пшеничный хлеб. Он достаточно такой серьезный, можно сказать даже суровый, но это очень полезный, вкусный, ароматный хлеб. Здесь у меня моя ржаная закваска. Сразу расскажу, что я с ней делала. Она у меня хранилась в холодильнике. И для того, чтобы привести ее в состояние, в которое вы сейчас видите, я ее дважды накормила. С тех пор, как я начала ее кормить, прошли сутки. То есть я взяла закваску в количестве 10 граммов и покормила ее в соотношении 1:3:3. То есть добавила 30 граммов воды и 30 граммов муки. После этого я оставила ее при комнатной температуре до вечера. Вечером я увидела, что она поднялась. Но когда я ее попробовала, я поняла, что кислот моя закваска накопила мало. Я хочу больше кислот, поэтому я накормила получившееся количество еще в соотношении 1:2:2. То есть добавила еще 2 части воды и 2 части муки и поставила ее в тепло. Тепло это около 30 градусов Цельсия. Она у меня простояла так несколько часов. Я подогревала духовку до 30 градусов и потом я ее выключила. Она стояла до утра. Вот сейчас утро и она у меня готова. Как понять, что она готова? Я отодвигаю и вижу вот такую пористость прекрасную внутри. Надеюсь, это видно. Второй признак, что ржаная закваска готова, это вкус. Обязательно ее попробуйте. Она кислая. И она отдает кислой сливой. То есть прям привкус кислой сливы. То есть он не сразу, не на поверхности. Но если вы поддержите закваску во рту, вот это вот, даже не послевкусие, а вот вторая волна вкуса, такая вот с оттенком кислой сливы, это значит, что закваска готова. Почему я говорю о кислотности? Я еще, наверное, не раз это повторю, потому что кардинальное отличие ржаной и пшеничной закваски в том, как мы относимся к кислоте в закваске. Если в пшеничной мы всячески стараемся ее снижать, то в ржаной, наоборот, кислота нам нужна, потому что ржаная мука работает совершенно иначе. От кислотности теста напрямую зависит та текстура, которую мы получим в итоге у хлеба. То есть, чтобы мякиш был пористый, воздушный, пружинистый, не глинистый, не сыропеклый, не липкий, не прилипал к ножу, нам нужна определенная кислотность. И та кислотность, которую я вам сейчас описала, то есть это чуть кислее, чем вам хотелось бы. То есть она существенно кислая закваска. И вот этот вот оттенок такой сливы кислый, это именно то состояние, которое нам нужно, которое нам полезно для выпечки хлеба. То есть вы уже поняли, извините за такую долгую прелюдию, да, долгое предисловие, но я хотела рассказать, как именно я готовила эту закваску. Сейчас на этой закваске я сделаю опару для нашего теста. Я беру весы, свою любимую миску. И сейчас мы будем делать опару. Еще раз, это закваска, а сейчас мы будем делать опару. Мне понадобится 150 граммов закваски. Какая у меня точность? Ровно 150. Оставшуюся закваску я складываю в баночку и оставляю на хранение в холодильнике. Я делаю опару 100% влажности, то есть по сути это будет та же самая закваска, только раскормленная в несколько раз. Сейчас, если вы посчитаете, вы поймете, что я кормлю закваску в соотношении 1:3:3. Я взяла 150 граммов закваски, добавляю 450 воды и 450 муки.
Важно сказать о воде. Ржаное тесто не любит холод, поэтому воду, которую я добавляю, я подогрела. Она теплая, и температура воды порядка 30-35 градусов. Если вы опустите палец, вы почувствуете, что это чуть теплая вода. И я добавляю ржаную цельнозерновую муку тонкого помола. Мне ее потребуется тоже 450 граммов. Я добавила 450 граммов муки. Это мука ржаная, цельнозерновая, тонкого помола. Я уже говорила об этом производителе. Это комбинат Тамбов-Крахмал. И мука называется Твердохлеб, торговая марка Твердохлеб. Мне она нравится. И я советую ее покупать, потому что она, несмотря на то, что цельнозерновая, она очень тонкая, она как пудра. И вся биодоступность всех полезных веществ, витаминов и минералов, и микроэлементов, она, конечно же, выше, когда мука смолота тонко. И плюс у вас получается замечательная текстура теста, оно становится нежным, тонким, без грубых частей, без крупных частей отрубей. Ну вот, у меня получилась достаточно густая вот такая вот опара. Это опара 100% влажности. Сейчас я ее оставлю на 4 часа при температуре 30-32 градуса. Я у себя такой температуры добьюсь в духовке. Я установлю духовку на 30 градусов и поставлю на 4 часа таймер. У меня будет там стоять моя опара. После этого будем замешивать тесто. Итак, температура 30-32 градуса. Оставляем на 4 часа. Обязательно накрываем пленкой или крышкой, чтобы не заветривалась поверхность. Продолжаем работать над ржаным хлебом, над ржано-пшеничным, если быть точнее. Здесь у меня подошедшая опара, как я и говорила, она 4 часа у меня стояла при температуре 30 градусов. Температуру эту я обеспечила в духовке. Вы видите отверстие на поверхности, это значит, что опара подошла. Сейчас я возьму лопатку, покажу ее внутри. Вот такая пористость. Прекрасно она подошла. Сейчас мы ее попробуем. Она кислая. Не такая кислая, как была закваска. Вы знаете, такая кислотность средняя. То есть не слишком сильная, когда не хочется уже пробовать. Но и не слабая. Она средняя, приятная кислинка. Это именно то состояние, которое нужно. И сейчас будем замешивать тесто. Для замеса я буду использовать свой тестомес. Поэтому всю опару. Вот, посмотрите, какая опара потрясающая. Всю опару перекладываю в дежу. Очень пахнет она. Ароматная опара. Ароматная — это значит, что она пахнет брожением. Запах с кислинкой. При этом он очень душистый. Обратите внимание на густоту. Это вот 100% влажности. Именно так выглядит тесто ржаное, 100% влажности. И теперь я беру весы, ставлю дежу прямо на весы. Беру теплую подогретую воду. Воды мне надо будет 260 граммов. Сюда же я добавляю ту же самую муку, цельнозерновую, ржаную, тонкого помола. Я ее добавляю 200 грамм. И добавляю цельнозерновую пшеничную. У меня мука цельнозерновая, тонкого помола, пшеничная, Твердохлеб. Ее потребуется 350 граммов. И в отличие от пшеничного хлеба сразу добавляю соль. Где-то 12-15 грамм соли. Убираю весы. Это абсолютно все, что нужно нам в этом хлебе. И сейчас я буду замешивать тестомесом. Я поставила камеру пониже, чтобы видно было, как тестомес замешивает на самой маленькой скорости. Мы будем вымешивать примерно 15-20 минут. Ставим на первую скорость и начинаем замес. У меня прошло 6 минут с начала замеса. Я хочу на тесто посмотреть. На мой взгляд, оно слишком
плотное. Оно такое прям вязкое. И мне хочется добавить воды, чтобы оно было нежнее. Сейчас его от стенок чуть-чуть отделю, чтобы тестомесу было проще его смешивать. Я буду добавлять воду. Начну с 50 граммов, а потом посмотрю. Может быть, даже 100 я добавлю. Очень плотное тесто. Беру 50 граммов воды, выливаю сюда. Снова опускаю крюк и продолжаю замес. Так, прошло еще несколько минут замеса. Я снова смотрю на тесто. Сейчас я вам покажу. Оно довольно вязкое, но мне хочется его еще чуть-чуть влажнее сделать. Я добавляю еще воды. Всего в сумме 100 граммов воды я добавила. Тесто замесилось. Как понять, что оно замесилось? Оно стало абсолютно однородным. Оно приобрело единую структуру. Сейчас его попробую. Чувствуется соль. И чувствуется легкий кисловатый привкус от нашей опары. Все, я сейчас оставляю тесто бродить. Бродить оно будет примерно 1,5 часа. Через час я на него посмотрю. И на брожении мы поддерживаем ту же самую температуру 30-32 градуса. Я также поставлю в духовку его, и у меня будет оно бродить в духовке. Обязательно чашу с тестом накрываем либо полотенцем, либо пленкой. Я затяну сейчас пищевой пленкой и оставлю его подходить. И хотела еще дополнить информацию. Есть 3 подхода к замесу ржаного теста. Считаем это тесто ржаным, поскольку большая часть муки здесь все-таки ржаная. Итак, тесто ржаное мы можем замешивать 3 способами. Первый вы видели, это тестомес. Это самый простой и энергетически незатратный для вас способ. Второй способ – это просто смешать до однородности все ингредиенты при помощи, например, скребка или руками и не вымешивать его долго. Потому что, еще раз повторюсь, это достаточно тяжелый процесс физически. И третий способ, если мы все-таки месим руками, то мы месим минут 20, а то и 30, и мы месим не пальцами, потому что пальцы у вас очень быстро устанут, мы месим кулаками, вот так продавливая тесто до самого дна и проходя по всей поверхности. Эта работа тяжелая, предупреждаю сразу, тех, кто возьмется, берегите себя, берегите силы, но вот придется вот так все это вымешать. Сейчас затягиваю пленкой и оставляю подходить на 1,5 часа. Через час посмотрю на него. Я решила посмотреть на тесто после часа от начала брожения. Оно у меня стоит в тепле, в духовке. Серединка у нее заметно поднялась куполом. Но я хочу оставить его еще. Хочу, чтобы оно увеличилось больше. И увеличиваю время еще на 30 минут. Тесто у меня пробродило 1,5 часа. Очень хорошо поднялось. Видно вот эту форму куполообразную. Это значит, что внутри оно все очень рыхлое. Я подготовила 2 формы. У меня антипригарные формы, но я их все равно обработала маслом. Сливочным смазала. Сейчас я беру 2 пластиковых шпателя. И буду брать тесто и раскладывать по форме. Шпатели нужны для того, чтобы вам было удобнее, потому что тесто вязкое, и руками его брать крайне некомфортно. Смачиваю руки, стряхиваю лишнее. И вот так руками, совершенно не стесняясь, мы его расправляем. Можно больше. Форму наполняем примерно на 2/3. Я распределила весь хлеб по формам. Добавила сюда еще, чтобы не оставался хлеб. И сейчас чтобы тесто не оставалось. Делаем гладкую поверхность, заглаживаем. И точно так же лопаточкой отделяем от краев. От краев все отделяем. И вот такими оглаживающими движениями на себя
придаем ему красивую форму. А потом разглаживаем поверхность. Можно сделать прям совсем гладко, если вы хотите. Можно помочь себе мокрыми руками, затереть все шовчики и распределить тесто равномернее. Я разложила тесто по формам. Сейчас их нужно накрыть либо мокрым полотенцем, либо пленкой полиэтиленовой. Но желательно, чтобы было пространство, чтобы у вас тесто не упиралось в пленку. Поэтому либо мы берем какой-то пакет объемный или загоняем туда воздух, либо мы берем, например, бахилы, которые имеют объем. Главное, чтобы тесто не уперлось в эту пленку. И после того, как я накрою, я опять же отправляю в тепло, в духовку на температуру 30-32 градуса. Хлеб будет стоять на расстойке примерно от 40 минут до часа. Буду смотреть по состоянию. Оставляю подходить. Мои заготовки прошли расстойку. Посмотрим на них внимательнее. Появились вот такие дырочки на поверхности, поры. Это значит, что тесто расстоялось. Ни в коем случае ржаной хлеб нельзя встряхивать, нельзя стучать. Надо очень аккуратно обращаться с формами, с заготовками. Сейчас я сбрызну водой поверхность хлеба и отправлю его выпекаться в духовку. Духовка разогрета на 250 градусов вверх и низ. На 250 градусах я их продержу 15 минут. Потом я снижу температуру выпекания до 200 и допеку до готовности. Это примерно еще минут 35-40. Буду смотреть по состоянию. Отправляю на 250 градусов и не забудьте сбрызнуть поверхность водой. Отправляю выпекать. Хлеб мой готов. Выпекался он 15 минут при 250 градусах и потом еще 35 минут при 200 градусах. Вот здесь у меня был затек воды, и как видите, здесь у меня подрыв, то есть появилась трещина. Для ремесленного хлеба, в принципе, это не является дефектом, поэтому ничего страшного, на вкус не влияет. Я смазала сверху для блеска киселем крахмальным из картофельного крахмала. Сейчас я вытащу его из формы. Вот такие получились хлебушки. Те, кто привыкли к магазинному ржаному хлебу, часто думают, что он черный. На самом деле он вот такого красивого, солнечного, рыжеватого цвета. И на разрезе я потом вам покажу. Сейчас я оставляю их остывать на решетке, и они должны созреть до утра. Сейчас вечер. Я оставляю их остывать. Завтра утром я их разрежу, покажу вам и будем пробовать. Давайте разрежем и посмотрим, какой он внутри. Вот такой мякиш. Довольно плотный, чуть-чуть влажный, но при этом не липкий и равномерно пропеченный. Хлеб мне нравится, но я бы сделала несколько поправок. Первое, я бы уменьшила время выпечки, потому что корочка толстовата и жестковата. Мне хотелось бы понежнее. И я бы добавила еще воды, чтобы мякиш был более пористый и нежный. Ну а так он хороший, пахнет он прекрасно. Цвет его мне нравится. И я думаю, что мы с удовольствием его съедим. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы с вами испечем еще много всего интересного.